Первые минуты после полуночи 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты и 40 секунд утра по московскому времени прогремел взрыв, который навсегда изменил мир. Это была ночь, когда четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС должен был пройти ключевое испытание, проверяющее систему обеспечения безопасности. Но из-за сложной цепочки отчасти системных ошибок, а также человеческого фактора, все пошло не так, как планировалось. Нарушение операционного порядка и конструктивные недостатки реактора привели к трагедии. Ключевые системы безопасности были отключены, оставляя реактор практически без защиты перед безудержным ростом мощности, вскрывшим конструктивные слабости и в конечном итоге приведшим к катастрофическому взрыву. Оказавшись в эпицентре этого кошмара, Киев, находящийся в 150 километрах от Чернобыля, подвергся радиоактивному загрязнению вместе с другими регионами. Мощная радиационная волна распространилась по территории, превращая тихую ночь в начало экологической и социальной катастрофы огромного масштаба. И пока мы пытаемся разобраться в том, что и почему произошло, за тенями этих событий скрывается еще больше загадок. В первые часы после взрыва произошло постепенное и неоднородное распространение радиации, приводящее к образованию знаменитых чернобыльских следов. Ветер унес радиоактивные частицы на сотни миль, но оседание происходило постепенно, в зависимости от погодных условий. Эти частицы загрязняли почву, воду и растения, оставляя глубокий след в окружающем мире. Одним из самых известных примеров стало полное разрушение флоры в Рыжем лесу, где деревья погибли почти мгновенно из-за колоссальной дозы радиации. Эта зона, объявленная официально зоной отчуждения радиусом в 30 километров, стала символом необратимых изменений в природе. Радиоактивное излучение поражало человеческие тела на клеточном уровне. Исследования подтверждают увеличение числа онкологических заболеваний и мутаций среди людей, живущих в пострадавших регионах. В ту злополучную ночь с 26 на 27 апреля началась эвакуация, руководимая Борисом Щербиной. Тогда не все понимали истинный масштаб угрозы. Решение о переселении людей было сложным и сопровождалось изначальной недооценкой последствий. Однако эвакуация помогла многим избежать беды. Важная задача долгосрочной реабилитации территории пока остается нерешенной. Но постепенные открытия в области медицины и экологии помогают миру адаптироваться к этой новой реальности. Наряду с этими усилиями история продолжает открывать нам все новые страницы последствий, оставшихся от катастрофы. 40 лет назад, 26 апреля 1986 года, мир столкнулся с ужасающей реальностью. Мирный атом стал врагом человечества. В первые дни после катастрофы на Чернобыльской АЭС ликвидаторы действовали вслепую, не имея точной информации о масштабах угрозы. Многие из них впервые услышали о радиации из случайных разговоров, а не из официальных источников. Сотни тысяч человек, около 600 тысяч, если говорить точно, включая военнослужащих, специалистов и гражданских, часто лишенных должной подготовки, пришли на помощь. В их распоряжении была минимальная и зачастую неэффективная защита. Работали в обычной спецодежде, часто без респираторов. Несмотря на это, они героически тушили пожар, демонтировали обломки разрушенного реактора и строили объект под названием «Укрытие», саркофаг, чтобы заточить разрушительное ядро, приведшее к катастрофе, последствия которой преследуют нас и по сей день. Каждый из них знал о смертельной опасности. Многие подверглись серьезному облучению, что привело к ухудшению здоровья и преждевременным смертям. Это не остановило их. Бесстрашие и мужество диктовали их действия, отмеченные орденами и почестями. Людям было ясно, что они делают это не ради славы, а ради спасения миллионов. И в тени этого подвига остаются не только исторические и научные открытия, но и необычные явления, привлекшие внимание тех, кто побывал в зоне отчуждения. О них нам еще предстоит узнать, и эти секреты могут сделать дни аварий еще более загадочными. В безмолвной тьме зоны отчуждения происходило нечто необъяснимое. Загадочные огни, часто принимающие форму ореолов или вспышек, заставляли только что ушедших ликвидаторов оглядываться назад. Эти явления записаны свидетельствами очевидцев и навсегда остались частью легенд Чернобыля. С рациональной стороны световые всполохи объяснялись природными атмосферными эффектами, искрами от поврежденного оборудования или отражениями от забытых конструкций. Однако для некоторых людей они приобрели мистический оттенок. Советский уфолог Владимир Ажажа записывал рассказы очевидцев о дискообразных и сигарообразных объектах, якобы замеченных в атмосферных слоях над зоной. Не имея научных подтверждений, эти рассказы все же нашли свое место в культурном мифе, связанном с катастрофой. Сами ликвидаторы, прибыв в Чернобыль в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, видели световые явления в момент, когда огонь, пламя и радиоактивный свет перекликались в смертельном танце над реактором номер 4.
Это добавляло драматизма обстановки, в которой пожарные героически попытались остановить расползание огня, хоть и знали, насколько опасно находиться рядом с реактором из-за высоких уровней радиации. Хотя научные объяснения подобных световых аномалий чаще связываются с искрами, химическими реакциями и уникальными атмосферными эффектами, авторы фольклора и городских легенд постоянно ищут мистику в каждом проявлении. Однако, как бы не хотелось верить в сверхъестественное, правда часто бывает прозаичнее. Теперь, рассматривая эти загадки, невольно задаешься вопросом, какова настоящая природа загадочных огней и теорий, окружающих их существование? Это остается одним из многих аспектов, помогающих сложить пазл того, что действительно произошло в ту трагическую ночь. Чернобыльская катастрофа оставила множество вопросов, но лишь немногие касаются теории заговора. Незадолго до аварии, в ночь на 26 апреля 1986 года, на четвертом энергоблоке станции проводилось нестандартное испытание, сопровождающееся многочисленными нарушениями правил безопасности. Это был далеко не рутинный эксперимент, а опасное испытание, предполагающее отключение некоторых систем аварийной защиты, которое и послужило поводом для драмы. Конструкция реактора РБМК имела изъяны, такие как положительный паровой коэффициент реактивности, что делало его крайне нестабильным при низких уровнях мощности. Это вкупе с нарушениями протоколов, когда персонал выводил из активной зоны регулирующие стержни, сделало ситуацию взрывоопасной. 6 раз была нарушена инструкция, что сформировало смертоносную цепочку событий. Теории заговора или тайного тестирования остаются лишь спекуляциями. Официальные расследования не подтверждают их. Однако известные нарушения, как и недостаточная квалификация персонала, отчетливо указывают на человеческий фактор как ключевую причину. Катастрофа стала звонком, обнажившим ряд системных проблем, требующих кардинальных изменений в области ядерной энергетики и управления персоналом. Загадочные события той ночи теперь вызывают больше вопросов, подталкивая к исследованию новых аспектов, столь же загадочных, как и сама природа атома. Город Припять, основанный 4 февраля 1970 года, изначально рассматривался как место жительства для работников строящейся Чернобыльской АЭС и их семей. Постепенно рос и только в 1979 году получил официальный статус города. Припять являлась олицетворением современности и прогресса, однако в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года началась катастрофа, изменившая его судьбу навсегда. Эвакуация началась через 36 часов после аварии. 5800 автобусов использовали для перемещения всех жителей за пределы зоны отчуждения, внезапно превратив цветущий город в пустыню. Удивительно, что вокруг Припяти сохранились следы прежней жизни. Ржавые колеса парка аттракционов, где чертово колесо, ставшее символом города, никогда не вращалось для жителей. Чернобыльская зона отчуждения, распростершаяся более чем на 2600 квадратных километров, захватывала территории сразу двух стран – Украины и Беларуси. На этих некогда оживленных улицах теперь возвышаются заброшенные здания среди густо проросшей зелени. Природа, как будто стремясь вернуть себе заброшенные людьми пространства, поглощает города, скрывая их под слоем времени и тишины. Сегодня, спустя десятилетия, Припять остается необитаемой, но те, кто решается исследовать ее улицы, утверждают, что чувствуют здесь особую атмосферу, где легенды и мифы переплетаются с реальной историей. Эти рассказы добавляют загадочности этому месту и продолжают привлекать исследователей таинств прошлого. В Чернобыльской зоне отчуждения природа начала совершать удивительные акты восстановления. После эвакуации люди покинули эти территории, и вскоре животные стали возвращаться, превращая опустошенные земли в дом для разнообразной фауны. Исследования показывают, что численность многих видов увеличивается в отсутствие человеческой активности. Особенно яркий пример – серые волки, которые сейчас обитают в этой зоне в больших количествах. Однако радиация оставила свой отпечаток. Хотя массовых мутаций ученые не обнаружили, некоторые виды все же показывают признаки адаптации к новым условиям. У птиц и насекомых иногда фиксируются отдельные мутации, но их влияние остается ограниченным и часто незначительным, при этом снижается плодовитость, что характерно для многих обитателей зоны. Такая среда способствует естественному отбору, который порой приводит к поразительным результатам. Жизнь в условиях радиации требует от животных и растений каскада биологических изменений, направленных на выживание. В 2016 году официально введен в действие Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, который занимается изучением и охраной природы в этом уникальном регионе.
Здесь природа демонстрирует адаптацию и стойкость перед вызовами, созданными катастрофой. Несмотря на накопленные трудности, Чернобыльская зона становится живой лабораторией, предлагающей ученым уникальные возможности для изучения взаимодействия природы и радиации. В этих обширных землях все еще остается много загадок. Некоторые их ответы могут пролить свет на удивительные процессы, происходящие там, где человек был лишь свидетелем, но не актером изменений. Дальше мы рассмотрим еще одну грань влияния Чернобыля, которая заставит задуматься о долгосрочных последствиях этой катастрофы. Сегодня Чернобыльская зона — это живой памятник человеческой храбрости и страданий, а также объект научного интереса. Официально Чернобыльский новый безопасный конфайнмент был введен в эксплуатацию в ноябре 2016 года, спустя 30 лет после катастрофы. Это колоссальное сооружение защищает мир от остатков разрушенного реактора, и его конструкция является шедевром современного инженерного искусства. Чернобыльская заповедная зона, охватывающая более чем 2000 квадратных километров, удивительным образом стала убежищем для свыше 40 редких и исчезающих видов животных, включая медведей, рысей и лошадей Пржевальского. Ученые фиксируют рост численности этих видов благодаря отсутствию людей. Строго регулируемый туризм набирает популярность, понятно, с учетом необходимых мер безопасности и ограниченных маршрутных зон. Радиация продолжает оказывать свое влияние на миграцию радионуклидов. Они могут перемещаться глубже в почву или ближе к поверхности, создавая новые экологические вызовы. Особенно важно следить за присутствием цезия-137, известного своим 30-летним периодом полураспада. Хотя значимость изотопов, таких как йод-131, быстро уменьшается, ученые все равно продолжают мониторинг из-за генетической нестабильности фауны и флоры. Влияние Чернобыльской трагедии было огромным и привело к ужесточению стандартов ядерной безопасности и активному международному сотрудничеству. Реабилитация Чернобыльской зоны — задача для будущих поколений, ведь полное ее восстановление займет более 150 лет. Пока же эта уникальная экосистема продолжает предоставлять ученым бесценные данные о взаимодействии природы с радиацией. На этом фоне возникает множество новых вопросов, на которые человечеству еще только предстоит ответить. Чернобыльская катастрофа стала мощным катализатором для пересмотра подходов к ядерной безопасности. После трагедии страны мира объединили усилия под эгидой Международного агентства по атомной энергии, чтобы стандартизировать и определить правила безопасности в атомной энергетике. Этот перекресток истории привел к ужесточению стандартов и улучшению регламентов для предотвращения подобных случаев впредь. Неопределенность и уязвимость реакторов типа РБМК вынудили модернизировать и усовершенствовать их конструкцию, устранить изъяны, включая положительный паровой коэффициент реактивности. Эти меры были внедрены в частности на российских АЭС — Ленинградской, Курской и Смоленской, где вероятность аварий была снижена на целых 100 раз. Всесторонняя ревизия систем безопасности и новое оборудование для диагностики теперь повсеместно стали нормой. Международное сотрудничество, координируемое МАГАТЭ, продвигает обмен опытом и формирование единых стандартов безопасности. В этой глобальной инициативе задействованы десятки государств и тысячи специалистов, регулярно проводящих совместные экспертизы для выявления возможных опасностей, прежде чем они обернутся катастрофой. Культура безопасности стала основополагающим принципом. Операции атомных объектов теперь направлены на предотвращение, они закладываются на реакцию на аварии. Постепенно, шаг за шагом, изменения вплетались в сознание и стандарты работы международных ядерных сообществ. Открытость, коммуникации и информационная прозрачность обеспечивают новые формы контроля и сигнализацию потенциальных угроз. Эти меры помогли человечеству извлечь уроки из Чернобыля и заложить основу для безопасного будущего атомной энергетики. В то время как мифы и легенды окрашивают это событие оттенками мистики, технические достижения и организационные реформы остаются живым напоминанием о том, как важно учиться на ошибках прошлого, чтобы сформировать безопасное будущее. Чернобыльская зона отчуждения стала испытательным полигоном для изучения воздействия радиации на живые организмы. Здесь нет фантастических мутантов с третьими глазами или дополнительными конечностями, но есть более реальные примеры адаптации. Испанские ученые обнаружили, что древесные лягушки, живущие в этой зоне, постепенно приобретают темное, почти черное окрашивание. Это связано с увеличенным содержанием меланина, который поглощает радиацию, снижая ее негативное влияние. Яркий пример естественного отбора. Интересно, что у местных волков выявлен повышенный иммунитет к онкологическим заболеваниям, несмотря на высокие дозы радиации.
Исследования показывают, что их организм на удивление хорошо адаптировался к новым условиям. Это подтверждают работы американских и европейских ученых, изучавших изменения на генетическом уровне. В первые годы после катастрофы в Чернобыльской зоне отмечались тяжелые мутации у домашних животных, у новорожденных телят и поросят выявляли множественные пороки и деформации. Эти случаи документированы, хотя и вызывают жуткие эмоции. И часто такие животные не выживали. Современные научные исследования подчеркивают, что радиация не только разрушает генетический материал, но и стимулирует ускоренную эволюцию и адаптацию. Это открытие меняет привычные представления о последствиях и дает возможность переосмыслить влияние катастрофы на окружающий мир. На тихих просторах зоны отчуждения природа продолжает демонстрировать удивительные способности к восстановлению и адаптации. Чернобыль остается живой лабораторией, раскрывающей секреты, которые еще предстоит разгадать. Как эти процессы и генетические изменения будут влиять на чернобыльский пейзаж в будущем? Это вопрос, открытый для научных исследований. Прошло более 3 десятилетий с того момента, как катастрофа в Чернобыле изменила жизни миллионов. Одно из ее самых серьезных последствий– всплеск заболеваний щитовидной железы у детей и подростков. Этому способствовало облучение йодом-131 в первые дни после аварии, те дни, когда самые уязвимые получили наибольшую дозу радиации. Эти факты подкреплены исследованиями и научными наблюдениями. Сердечно-сосудистые заболевания, хотя и отмечались среди ликвидаторов и жителей пострадавших районов, вызывают споры среди ученых. Долгосрочные осложнения требуют более глубокого изучения, чтобы установить точную причинно-следственную связь с радиационным воздействием. В череде недокументированных вопросов этот остается открытым и требует осторожности в выводах. Европейские районы тоже ощутили влияние чернобыльских осадков. Отсутствие ясных данных о стойком увеличении раковых заболеваний, особенно среди фермеров, усложняет понимание этой катастрофы. Тем не менее, радиоактивные осадки захватили значительные части Средней и Северной Европы, Великобритании, подвергнув рискованному воздействию миллионы. Общее количество эвакуированных достигло около 330 тысяч человек, а число пострадавших в Беларуси, Украине и России составило порядка 8 миллионов 400 тысяч. Катастрофические воздействия на регионы широкомасштабные. Чернобыль сформировал новые стандарты в ядерной безопасности. Катастрофа прокатилась эхом по всему миру, и в результате появилась международная культура безопасности. А апрель 26-го стал Международным днем памяти жертв Чернобыльской катастрофы, установленным ООН и призванным напоминать о важности сохранения истории ради предотвращения будущих ошибок. Эта катастрофа остается уроком для текущих и будущих поколений, напоминая о ценности ответственности и прозрачности в технологическом прогрессе. Но в ее тени кроется новое измерение– наследие и память, часть, которую мы едва начинаем осознавать. Что это наследие значит для нас сегодня и как мы можем продолжать учиться на ошибках прошлого? Очередное путешествие в социальные и исторические дебри Чернобыля поможет нам разгадать эту тайну. Когда стрелки часов замерли на часе 23 минуты 40 секунд 26 апреля 1986 года, мир замер перед лицом невидимой угрозы Чернобыльской катастрофы. Взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС, что близ города Припять в Украинской ССР, указал на непредсказуемость сил, способных как питать жизнь, так и разрушать ее. Последствия были такие. За первые 3 месяца от облучения и травм погибло около 30 человек. Дальнейшие годы принесли около 20 косвенных смертей. Более 130 ликвидаторов перенесли острую лучевую болезнь. Долгосрочные последствия колоссальны. Оценивать их сложно, но научные дискуссии продолжаются и сейчас. Катастрофа изменила подход к ядерной безопасности на международной арене, способствуя строгому контролю и прозрачности в ядерной энергетике. С тех пор 26 апреля стало Международным днем памяти, объявленным Генеральной Ассамблеей ООН в 2016 году. Это напоминание о том, что уроки истории нельзя забывать. Чернобыльские события вдохновили не только на новое осмысление стандартов безопасности, но и на творчество, фильмы, книги и искусство, увековечивающие мужество и потери. Авария вызвала переосмысление технологической ответственности, при этом оставив новые вопросы о нашей способности учиться на ошибках прошлого. В этой захватывающей и сложной истории все еще остаются тайны, которые предстоит раскрыть. Как мы извлекаем уроки из прошлого и что это означает для нашего будущего? Чтобы ответить на эти вопросы, надо исследовать все многообразие оттенков и влияний, которые получили свое продолжение в мировом сообществе.